Приветствую вас, друзья! Я Владимир Козловских. Это канал «Золото, валюта, богатство». Прежде чем перейти к прогнозу по золоту, я сделаю небольшой комментарий по текущей ситуации, складывающейся с евро и продовольствием. Ситуация с этими инструментами развивается несколько быстрее, чем я предполагал, и мы не успеваем в плановом порядке начать их рассмотрение. Поэтому я дам короткий комментарий по складывающейся ситуации. Первый момент. В последние несколько недель очень быстро сложилась предобвальная ситуация к золоту по трем валютам – иене, евро и британскому фунту. Если она начнет ускоряться дальше, то в инфополе она проявится как обвал к доллару США. Но в реальности они просто будут падать к золоту быстрее, чем доллар и швейцарский франк. Наиболее масштабный и драматичный потенциал падения пока у японской иены. Но евро и фунт при выполнении определенных условий тоже могут поразить широтой души и подвижностью членов. Подчеркну, что сейчас речь идет не о прогнозе или предрекании чего-либо, а о том, что эти валюты очень близко подошли к критериям, реализация которых резко ускорит их ослабление к золоту и к доллару. При этом есть очень необычный момент. Прогноз по рублю и юаню пока выглядит сильнее не только этих трех валют, но и сильнее доллара и швейцарца. Через пару-тройку роликов доллар, рубль и золото-рубль мы будем смотреть подробно отдельно. Второй момент. Предкризисная ситуация, сложившаяся по этим трем валютам, является отражением того, что среди западных стран начинает складываться очень масштабная региональная разница в стоимости основных ресурсов, в первую очередь энергетических. Сейчас она уже выразилась в принципиальной разнице стоимости газа и электроэнергии в США с одной стороны и в Европе, Великобритании и Японии с другой. Наверное, это экономическое проявление утраты единства Запада. Но больше это похоже на экспорт инфляции штатов-союзников. Перед тем, как приключился этот региональный разрыв цен и глобальное потрясение энергетического рынка Европы и на Дальнем Востоке, в июне 2021 года на рынке газа, как в золоте, так и в долларах, сложилась классическая техническая ситуация с очень высокой вероятностью, предвещавшая этот катаклизм. Сейчас аналогичная ситуация нарисовалась на рынке зерна. Наиболее острая ситуация выглядит для Турции, Японии и Британии. Зерно – ключевой товар для всего продовольственного рынка, примерно как нефть для промышленности. Поэтому дестабилизация нависла над всем рынком продовольствия. И это результат волны роста энергетики, проникающей во все продовольствие через удобрения и логистику. Если масштаб межрегионального дифференциала в энергетике сохранится и расползется в другие сектора, то следующий этап – это девальвация национальных валют к доллару. Как, например, это уже происходит с турецкой лирой. Она за последние пару лет упала к доллару процентов на 80-85. В последние дни резко ускорилась в своем падении, но высока вероятность приостановки как минимум на несколько недель. Но картина такова, что в среднесрочной перспективе лира будет еще существенно падать. Турция, пожалуй, некое подобие Таиланда в юго-восточном кризисе 1997 года. В случае, если сценарий, подобный юго-восточному, разыграется в Европе, то существенная часть капиталов из этого региона перетечет в Штаты. Ситуация будет напоминать дружеско-союзнический экономический каннибализм. Эти кризисные явления в Европе – следствие борьбы Штатов и Китая между собой и с Германией за европейский рынок. Плюс еще, как обычно, англичанка гадит, пытаясь выкроить себе патронаж над Францией и Испанией. Мимоходом небольшое соображение по турецкой недвижимости. За последние пару лет темп падения лиры к доллару ускорился и близок к срыву в штопор. Вероятность этого высокая. В лирах цены на недвижимость, естественно, растут. А вот в других валютах, например, в золоте, долларе или рубле, могут уже начать падать. Ситуация может начать быть похожей на нашу в первой половине середине 90-х годов.
Это ни в коем случае не рекомендация что-то покупать. Это наоборот, намек для тех, кто смотрел или смотрит в этом направлении, слегка прищуриться и, может быть, пристальнее посмотреть и чуть-чуть задуматься. Зима же скоро, куда спешить? Сценарий с союзниками США до боли напоминает события конца 80-х, начала 90-х, когда СССР повелся на болтовню о консенсусах и цивилизационном единстве, а в итоге оказался обжуленным. И своими ресурсами и рынками отодвинул структурно-экономический кризис Запада на 10-15 лет. Кризис Юго-Восточной Азии конца 90-х был первым знаком того, что этот ресурс от расширения в советскую зону исчерпывается. Тогда Юго-Восточную Азию стабилизировал Китай, а заодно осуществил приличную товарную и кредитную экспансию на соседские рынки. Рынок Европы больше и вкуснее, и борьба за него будет нешуточная. Лишь бы только не до последнего европейца, и хотелось бы, чтобы без нас. Но в этом плане, по-моему, президент играет филигранно, как настоящий гроссмейстер, но еще и с черным поясом. Теперь переходим к прогнозу по золоту. Начну с напоминания. Тезис, который мы постепенно доказываем, состоит в том, что золото лучше, чем фиатные деньги, сохраняет стоимость в средней и долгосрочной перспективе. Хочу вас предостеречь от крайней трактовки этого тезиса. О том, что якобы нужно сидеть в золоте, нет. Во-первых, я этого ни в коем случае не утверждаю. Во-вторых, далее вы увидите, что золото – это просто более качественные средние долгосрочные деньги. И сейчас работать с ними уже можно практически почти как с обычными деньгами. Даже того, что мы уже посмотрели, достаточно для того, чтобы усомниться в том, что валюты могут соревноваться с золотом в качестве хранителя стоимости. Достаточно вспомнить то, что доллар за последние 50 лет упал к золоту в 50 раз. А это, если считать по сложной ставке, больше, чем 8% в год. Но поскольку все наши доходы и расходы, а также планы, с которыми мы вынуждены взаимодействовать, номинированы в валютах, естественно, возникает вопрос о прогнозе их поведения к золоту. Поэтому мы сейчас посмотрим сначала долгосрочный прогноз сценариев золота в долларе. Хочу напомнить, что я везде пользуюсь традиционной терминологией роста или падения золота. И такими же традиционными графиками, отражающими стоимость золота в долларах. Но как мы помним из предыдущих роликов, мы подразумеваем, что на самом деле этот доллар падает или растет к золоту, а не наоборот. Переходим к графику и прогнозу по золоту. Здесь золото в очень большом масштабе. Одна свеча 2,5-3 года. Не обращайте внимания на эти цветные кружочки с циферками. Это декорации для второй части третьего ролика. Для гурманов. Для тех, кто хочет видеть чуть глубже. Тем, кому это не нужно или сложно, после этого ролика смотрите сразу же четвертый ролик с краткосрочным прогнозом. Там, как и в этом ролике, все просто и четко. Голый прогноз. Без обоснований и объяснений. Сейчас для нас будут важны только уровни разграничения глобальных долгосрочных сценариев. Подчеркну один момент. В этом долгосрочном прогнозе и следующем краткосрочном я говорю только о сценариях ценового поведения, но не говорю о действиях, то есть о покупках и продажах, и об объеме общей позиции в золоте, и, соответственно, об объемах действий. Поскольку объемы действий и, соответственно, объем общей позиции непосредственно связаны с вероятностью реализации сценария. Чем выше уверенность, тем выше объем. И наоборот. Объемом позиции в золоте и ее знаку, и размером шагов по ее увеличению будет посвящен отдельный ролик или несколько роликов. Это будет после ролика с краткосрочным прогнозом. Превалируем и реализующимся со второй половины 2019 года, вот отсюда, является сценарий долгосрочного роста золота, то есть падения к нему доллара. На ближайшие 10-20 лет этот сценарий пока наиболее вероятен. Максимум роста будет достигнут ориентировочно где-то между 2025 и 2045 годами. Точнее пока сказать сложно. Уровни консолидации этого сценария, в районе которых золото будет склонно к приостановке на несколько месяцев или кварталов, обозначены на графике красными
оранжевыми линиями. Это уровень 2300. Дальше. Следующий уровень 2650. Вот этот. И далее уровни 2350, 3250, 4200 и 7500, 8000 долларов за унцию. Эти уровни нужно воспринимать не как бетонную стену, а как уровни, при достижении которых золото будет склонно к колебаниям в течение нескольких месяцев или нескольких кварталов, а может быть и лет. Не забывайте, мы с вами сейчас в очень большом и масштабном графике. Критерий начала реализации первого этапа этого сценария, то есть переход золота в диапазон 2300-2650, вот сюда вот, это пробой золотом вверх максимума 2020 года, вот этого места. 2090 долларов за унцию. Вероятность выполнения этого критерия уже сейчас очень высокая. Но есть некоторые нюансы, о которых я буду говорить в среднекраткосрочном прогнозе на 3-9 месяцев. Я полагаю, что переход золота в диапазон 2300-2650 произойдет не позднее, чем в ближайшие 3-6 кварталов. Но пробой вверх уровня 2090 – это обязательное условие увеличения вероятности перехода рынка в новый диапазон. Поэтому дополнительное увеличение глобальной длинной позиции в золоте, вплоть до использования кредита, возможно только после пробоя этого уровня. В случае, если будет пробит вверх уровень 2090 долларов, вырастет вероятность какого-нибудь неординарного события, а-ля New COVID, крупный теракт или локальный военный конфликт. Но не это настоящая причина падения доллара и других валют к золоту. Это только возможные поводы. Например, как был ковид для обвала нефти в начале 2020-го. Когда будем смотреть нефть в золоте, я этот момент покажу и объясню подробно. Фундаментальное падение доллара является отражением того, что с одной стороны обеспеченность доллара золотом сейчас всего на уровне 23%, вот эта меточка. И вот так обеспеченность золота менялась с динамикой. Вот эти циферки с процентами. Это, в свою очередь, является следствием того, что в США сейчас, как и во многих других заморских странах, циклопических размеров двойной дефицит. Бюджетный и внешнеторговый. Причем оба дефицита пока имеют тенденцию к росту. Помимо этого, как минимум до лета 2022 года будет продолжаться эмиссия доллара. Темпы ее с конца этого года начнут уменьшаться, но она все равно пока гигантская. Сейчас она порядка 150 миллиардов долларов в месяц. Вдаваться глубже в причины этих дефицитов и циклопической закредитованности народа, бизнеса и государства мы пока не будем. Другим фактором, который сильно влияет на цену золота, является введение правил Базеля 3 для банков. Их суть в том, что золото для банка становится тем же самым, что доллар или другая валюта. Только перечислять его пока сложнее. Но это только пока. А обязательства в золоте становятся для банка дороже, чем это было до Базеля. Введение Базеля создает условия для возможности усиления конкуренции золота с валютами и к системному увеличению спроса на него. Но Базель является только инструментом вскрытия противоречий, которые копились в последние несколько десятков лет. И, конечно же, он и является инструментом борьбы одной части управляющих элит против другой. На мой взгляд, это инструмент борьбы старых европейских элит против элит, набравших силу в последние 100 лет эмиссии доллара. Предостерегаю вас от линейной трактовки фактора введения Базеля, который грешат некоторые аналитики. Частично этот фактор уже учтен в предыдущей динамике золота с 2015-2016 года. Мы перешли к годовому графику. Вот здесь начали конкретизироваться планы по введению Базеля. И в общем эти планы они спровоцировали рост золота. Введение Базеля 3 в Европе идет с лета 2021 года. Часть тусовки лондонского рынка металлов не заинтересована в этом и пытается противодействовать.
В какой-то степени Brexit связан с этим и с этим тоже. Но с января 2022 начнется введение Базеля и в Лондоне, на лондонском рынке металлов. Процесс этот нелинейный и сложный. Фактически он тянет на маленькую революцию в финансах. Такого масштаба события последний раз были на Ямайке в 1976 году и в Бреттон-Вудсе в 1944, а перед этим в середине 19 века, когда золото сражалось с биметаллизмом и победило серебро. С 2015 по 2020 рынок сделал предварительную оценку введения Базеля, а сейчас постепенно начнет формироваться непосредственное влияние новых правил на рынок и их взаимодействие с теми оценками, которые рынок сделал перед этим. Вот с этими. Подчеркну еще раз. Обеспеченность доллара золотом не единственный механизм курсообразования золота. К пределу полной обеспеченности валюты золотом курс начинает стремиться только в экстремальных условиях, когда все перестают верить всем. Но Запад достаточно уверенно идет в этом направлении. В случае пробоя золотом вверх максимума 2020 года, вот этого места, и прохода в зону 2300-2650, вот сюда вот, темп падения доллара к золоту может резко усилиться и приобрести характер неконтролируемой девальвации. Это будет определяться тем, какую конфигурацию предпримет движение золота внутри вот этой зоны. Мы за этой ситуацией будем следить в ежемесячных прогнозах. Глобальный рост золота в долгосрочной перспективе 10-20 лет сейчас наиболее вероятный сценарий. Менее вероятный сценарий – это переход золота к колебаниям в диапазон 1100-1700, то есть вот сюда. Или переход к колебаниям в еще более низкой области 600-1400, вот сюда вот примерно. Для того, чтобы золото перешло к этим сценариям, необходимо, чтобы оно последовательно сначала пробило вниз уровень 1670. Вот это очень важный уровень. Он фактически разделяет сценарии. А потом уровень 1050. Вот этот вот. Сейчас сценарий коррекции доллара вниз пока очень маловероятны. И технически, и фундаментально. Если, конечно, не увеличится вероятность событий, аналогичных развалу СССР. Типа кирдык в еврозоне или евро. Или полный развал Великобритании. Хотя Британия мелковата для серьезного эффекта. Также развернуть золото к доллару вниз может какой-нибудь циклопический дефолт. Например, Японии или Китая с последующей сильной инфляцией в национальных валютах. Большая и сочная война по типу Первой или Второй мировой без серьезного участия самой Америки в этой ситуации для доллара в каком-то мрачном смысле была бы классикой. Алгоритм простой. Кто воюет? У того разрушение конкурентных производств, бегство капиталов и девальвация валют. У того, кто с безопасного расстояния улыбается и машет, наоборот. Именно поэтому потенциальные партнеры так нудно и навязчиво зазывают нас повоевать на Украину или в Закавказье. Ссорят и перчат белорусско-польскую границу, пытаются тарабанить Среднюю Азию. В общем, гадят сателлити, как обычно. Зону 1670-2090 долларов за унцию, вот эта вот зона. Зона разделения крупномасштабных сценариев поведения золота к доллару. От того, как будет вести себя золото в этой зоне, будет сильно меняться вероятность реализации показанных выше сценариев. Либо реализуется сценарий масштабного роста, либо сценарий коррекции золота вот в эту зону или глубже вот сюда вот. Пока более высокую вероятность имеет сценарий роста. В следующем ролике я покажу прогноз поведения золота в этой зоне разделения и то, как она будет влиять на вероятность реализации крупномасштабных сценариев. Ролик будет называться «Золото-доллар-1. Краткосрочный прогноз на 3-9 месяцев». Вот так вот. Дальше, как обычно, дата выхода ролика. Общая тема золото. Но в конце названия, в отличие от нескольких предыдущих роликов, будет стоять атрибут 2SC.
которое означает, что ролик будет находиться в разделе 2SC, то есть в разделе краткосрочных сценариев. В этом ролике будет только краткосрочный прогноз. Более глубокую аналитику и интерпретацию сценариев в терминах волны Лиота для тех, кому это интересно, то есть для гурманов, я вынесу отдельно во вторую часть этого ролика «Золото доллар 3». Она для тех, кто хочет понимать динамику рыночных процессов поглубже. На примере золота я очень коротко, тезисно обрисую основные принципы волновой теории Эллиота. То, что я показал в этих нескольких роликах, может немного шокировать. Но вредные стереотипы, которые долго и целенаправленно поддерживаются при помощи рекламы и фальсификации, иначе как через скрытие конкретного личного ущерба, поставить под сомнение сложно. Мы так устроены, что в основном все воспринимаем через личные ощущения. Поэтому я начал не с рекомендации, а с показа той реальной проблемы, которая многими из вас интуитивно осознается. Заключается она в том, что реальная инфляция в достаточно длительные периоды выше доходности наших сбережений. Так происходит не всегда. Есть периоды, когда привычные для нас сберегательные инструменты выгодно не работают. А есть периоды, когда они должны быть заменены другими. Именно это я и покажу в следующих нескольких роликах. После золота и доллара по плану у нас доллар, рубль и золото-рубль. Недвижимость России и недвижимость Штатов. После этих тем я сформирую сберегательный портфель и покажу, как он работал на исторических данных. Портфель и его ежемесячный анализ и корректировка будет идти параллельно тематикам рынков и будет находиться в отдельном плейлисте. В следующем ролике краткосрочный на 3-9 месяцев прогноз поведения золота в зоне разделения долгосрочных сценариев. И двинемся дальше. Надеюсь, что вам был полезен и интересен этот ролик. Если вы еще не подписаны на наш канал, то подписывайтесь, пожалуйста. Сбросьте ссылку на нас друзьям и знакомым, если считаете нас полезными и интересными. Желаю всем больших успехов и доходных прозорливых решений. И до встречи на нашем канале.